В это нелегкое время, когда по улицам гуляет смертельный вирус, нам бы хотелось немножко отдохнуть от всех этих напастей, просто расслабиться и насладиться тем самым истинным геймингом, о котором вы так любите говорить, отвечая на фразы а-ля «Опять свои игрульки играешь? Ты уже не маленький». Игры это для детей. Наверняка на это вы отвечали «Да ты просто ничего не понимаешь!» Но толком ничего не объясняли. Гейминг может действительно спасти вас от мрачности этого мира, в котором мы сейчас с вами находимся. И Team Fortress 2 является той самой игрой, которая может принести вам позитивный гейминг. Наверняка не раз вы уже слышали фразу «Team Fortress 2 умирает!» или «Team Fortress 2 мертв!» Но дело в том, что эти люди... Они правы. Team Fortress действительно находится в полумертвом состоянии, ибо патчи выходят очень редко и очень небольшими. И пускай в игре до сих пор появляется много новых игроков, но вот старым иногда не хочется возвращаться в эту игру. Да и новые игроки зачастую не так долго задерживаются в этой игре. Многие в этом винят Valve, и проблема в том, что, опять же, они правы. Именно из-за их равнодушного отношения к этой игре она не получает должного внимания. Повсюду читеры, боты и просто плохие решения, которые пришли недавно в игру. Да-да, я говорю про то, что теперь в тупе не могут говорить. Наверняка знатоки в комментариях напишут «Ну, на Valve работает мало человек, они не могут ничего делать». Или «Ну, у Valve такие порядки». И я отвечу «И что?» Мы все уже давно знаем то, что комьюнити делает для Team Fortress больше, чем сами разработчики. И даже такой непросвещенный человек, как я, знает то, что есть код, который сделали любители на основе слитого кода Team Fortress, где они банально исправили кучу ошибок, улучшили производительность игры и сделали ее просто лучше. Многие из вас играют на откровенных тостерах, и я уверен, эти люди были бы рады, если бы Valve сделали так, что при появлении одного человека с unusual эффектом у вас не было просадки с 40 FPS до 30. Но они этого не делают. И мне насрать, какие у них приоритеты, какая у них политика в компании, ибо мне не все равно на эту игру. Спустя столько лет я все еще в нее играю и все еще могу получать от нее удовольствие, а это что-то тогда значит. Многие проекты не живут столько, сколько живет Team Fortress, а ему уже больше 10 лет, и скоро еще один юбилей будет. Но несмотря на все эти минусы, Team Fortress остается все еще очень веселой и интересной игрой. Просто многие забыли, как в нее вообще играть. Но в потере вашей памяти виноват не Team Fortress, а проекты, окружающие эту игру. В принципе, практически любые проекты, которые вышли позже 2014 года. Да и до него тоже были. Это современная тенденция, стремящаяся к соревновательным режимам, просто исказила вашу память и восприятие игр как таковых. И вы играете не чтобы хорошо провести время, а чтобы победить. Вы тратите на это свои нервные клетки. Вы тратите на это свое время, ведь ранг сам себя не поднимет. Но при этом становится ли вам лучше? Да, это очень приятно, когда вы все-таки добиваетесь своей цели, но когда я начинал играть Team Fortress, мне было неинтересно выигрывать, побеждать в каких-то матчах, поднимать какие-то ранги. Я вообще начинал играть на трейд-плазе, и при этом получал удовольствие, несмотря на то, что я трейдиться не умел и вообще не знал, что это такое. Мне было весело бегать за скауты и наносить 3 урона по снайперам. И да, я знаю, я привел не самый лучший пример, но суть заключается в том, что в этой игре вы можете творить полнейшую дичь. В этой игре постоянно происходит полнейшая дичь, и когда вы эту дичь начнете замечать и не будете этой дичи сопротивляться, вы поймете всю ее суть. Ведь это на самом деле весело, когда ты прогуливаешься вдоль обрыва, перед тобой убивают человека, этот человек залетает и улетает вообще в параллельную какую-то вселенную, загорается и взрывается. И да, Team Fortress, очевидно, не первая и не последняя игра с такими механиками, но в нем это происходит очень часто. Это весело, это забавно, потому что это происходит в видеоигре, а не в реальной жизни. Эта игра веселая, потому что вы в нее играете, а не потому что вы в ней побеждаете. Да, но не все так радужно. За многие годы мне надоела одна и та же концепция одних и тех же матчей, просто одинаковых вещей. Я к этому привык и перестал это замечать, а следовательно и перестал испытывать удовольствие при игре в это. Но тут на помощь приходит комьюнити. Не, ну на самом деле, вы когда-нибудь пробовали комьюнити-сервера с какими-то разными непонятными всратами и не очень режимами? Да тот же Saxon Hale может быть супер интересным, если отключить мозг и наслаждаться тем, что происходит на экране, ибо это действительно весело. Если вы еще не пробовали, попробуйте, а если уже пробовали, то поищите еще сервера на разных
серверах, насколько я знаю, разные боссы. Саксон Хейл говорит на английском. А если вы английский не понимаете, то зацените мой канал с переводами. Я, кстати, вернул шапочные стереотипы, да-да, те самые старые, ужасные, отвратительно переведенные из 2017 года. Но! Помимо них, там есть и другой контент, поэтому ссылка в описании. Заходите, смотрите. И вернемся к теме. Все, что вам нужно, чтобы заново начать наслаждаться Team Fortress, это найти что-то новое в самом Team Fortress. Или вспомнить что-то старое и давно забытое самими вами в обычном Team Fortress, в котором мы можем играть ежедневно. Хотя, на самом деле, не стоит играть ежедневно, а то опять надоест. Но даже если это снова произойдет, нужно все-таки пинать комьюнити по комьюнити. Для этой игры делать невероятное количество контента. И когда я говорю про комьюнити, я не могу не упомянуть creators.tf. И я не просто так о них плохо отзываюсь. Зачастую, когда кто-то жалуется, ему все-таки хочется увидеть это что-то в новом свете, что-то улучшить. Потому что человек тратит свое время на то, чтобы высказать свою мысль, и не просто так. Скорее всего, ему реально нравится, что люди делают, но вот чего-то не хватает, чего-то хочется добавить, реально хочется как-то помочь, даже если не умеешь это делать сам. И даже сам Мунли мне как-то говорил, то, что ему хотелось бы услышать что-то плохое о проекте Creators.tf, чтобы они могли это банально улучшить или исправить. И если Valve не особо прислушивается к нашему фидбэку, то, возможно, комьюнити будет прислушиваться, поэтому кидайте свои идеи им, не только Creators'ам, но и вообще любым создателям контента для Team Fortress. Ведь эта игра все еще интересна и все еще актуальна. Но на самом деле. А если вам наскучило играть одному, ну просто общайтесь в игре. В игре есть voice-чат, в игре есть текстовый чат. Если у вас к нему нет доступа, я не знаю на самом деле, как это работает на комьюнити-серверах, но если у вас вдруг нет доступа к voice-чату и чату обычного, всегда есть какие-то дискорд-сервера и так далее, вступайте, находите себе знакомых, общайтесь и играйте вместе, ведь это веселее гораздо. Но не забывайте про то, что существуют и другие игры, другие проекты, другие вещи. Не только Team Fortress 2 существует в этом мире. Поверьте мне, если вы не будете про это забывать, то он вам никогда и не надоест. И я знаю, как многие из вас не любят смотреть длинные ролики, поэтому на этом мы закруглимся. Я напомню про свой Discord, в котором вы можете найти, опять же, себе новых знакомых, и не только для игры в Team Fortress 2. Мы также еще играем во всякие Among Us, вот хотим поиграть, никак народу не хватает, так что, ну, в общем, заходите, там все просто и понятно. Не болейте, не скучайте, и я увижу вас в следующий раз. Пока!